Патагония, Эль-Калафате. Место, где ветер не стихает ни на минуту, а природа выглядит нереальной. Впереди несколько дней приключений среди ледников и гор. Перита Морена – живая ледяная глыба, которая трещит и обрушивается в воду. А Фицрой – визитная карточка Патагонии, символ дикой природы и одна из самых впечатляющих гор Южной Америки. Мы думали, что знаем, чего ожидать, но все оказалось совсем иначе. Поехали! Всем привет! Сегодня начинается наше очередное путешествие. Хотел сказать, угадайте куда, но, наверное, из названия ролика вы уже знаете куда. Мы сейчас в аэропорту, вот сейчас пойдем на посадку. Взяли кофе. Что, полетели с нами? Всем до встречи! Билеты туда-обратно на одного человека обошлись примерно в $155. И мы отправляемся в январе не просто так. Сейчас это пик сезона в Эль-Калафате. Сюда съезжаются все любители хайкинга и гор. Пока в Буэнос-Айресе жара под 30, там около 15. Идеальная погода для походов и путешествий. Какой кошмар! Какой ветер! Нас сразу встречает патагонский ветер. Здесь почти всегда ветрено. Огромные открытые пространства, холодный воздух с ледников и перепады температур создают постоянные потоки воздуха. Так, ну что, друзья, мы уже заселились в Эль-Калафате. Здесь прекрасный воздух, прекрасная почва. Вот у нас домик на 2-м этаже. Это наша комната. Вот там кухня. В общем, все очень мило. А мы перейдем сразу же к тому, что нужно покушать. Todo en Patagonia siempre muy rico. Nos vemos! Забронировали жилье не в самом центре, зато в тихом районе, без толп туристов и шума. Так что до улицы с ресторанами придется немного пройтись, но зато по дороге поснимать для вас всякие приколы. Мы как дикари, которые за рекой живут. Набеги совершаем. Какой красивый вид. Мне нравится. Невероятная красота. Мне так нравится здесь. Рубрика «Почва». Почва. Итак, песчаная, каменистая, степная, патагонская степь. Мы уже 3-й раз в Патагонии за последние 3-4 месяца. Мы патагонцы уже, можно сказать. Ну, ничего, мы сейчас расквитаемся с югом и поедем на север. Поэтому наберитесь терпения, кто нам рекомендовал поехать в Сальто и Хухуй. Мы обязательно до туда доберемся. Просто вот, спланировали так, что сейчас самый сезон сюда ехать, в Эль-Калафате и смотреть ледники. А вы поставьте лайк, не забудьте написать комментарий, кто здесь был, кто сюда хочет поехать и какие места здесь самые топовые. Надеюсь, мы их всех посетим. Ну вот мы и в центре Эль-Калафате. Город совсем небольшой и появился относительно недавно. Его официально основали в 1927 году. Изначально здесь жили коренные народы Теуэльчи, а позже это место стало точкой остановки для фермеров и европейских переселенцев. Ну а наш вечер заканчивается в этом месте. Еда неплохая, но второй раз мы сюда бы не пришли. Утром мы арендовали машину и поехали к леднику. Эль-Калафате со временем превратился в туристическую базу для поездок к ледникам и в горы. Вокруг города огромные ледниковые озера, которые появились тысячи лет назад, когда ледники постепенно таяли и отступали. Самое известное из них – озеро Архентину. Это самое большое пресноводное озеро в Аргентине и одно из крупнейших в Южной Америке. Его площадь больше 1400 квадратных километров. Вода здесь часто ярко-бирюзового цвета из-за частиц льда, которые приносят ледники. И пока едешь по этим дорогам, кажется, что сама природа уже как отдельная достопримечательность.
Мы остановились на первой смотровой площадке и впервые увидели ледник во всей его масштабности. В реальности все выглядит намного мощнее, чем на камеру. Это каракара, одна из самых распространенных птиц Патагонии. Очень любопытная и совсем не пугливая. У нас второй день, и мы приехали в парк с ледниками. Вау, чикос! Очень ветрено, но так красиво, так классно. 1,5 часа ехали на машине с кайфом, комфортом. И вот мы оказались в парке, где мы будем находиться до самого вечера, я надеюсь. Обойдем все дорожки. Меня уже сдувает. Ну а теперь посмотрим на сами виды. Vamos a ver. Из животных мы видели здесь уже множество птиц. Выискиваем пуму. Моя цель, как всегда, увидеть пуму. Хотя бы где-нибудь в горах. Ну, не хотелось бы с ней встретиться, но я не буду против, если мы встретимся с ней. Сейчас будем совсем рядом с ледником, и я расскажу о нем чуть больше. Как он образовался, почему постоянно трещит и чем вообще уникален. Хочется увидеть лису и пуму, да? Ну ладно, давай так. Встретить пуму очень редкое явление, особенно днем. А встретить лису, мне кажется, можно. Они не ночные животные. И встретить анского кондора тоже можно. Как он сидит, а потом взлетает, и я его снимаю. Ух, мечта. Он еще тебе крылом машет. Мы добрались до точки, откуда начинаются дорожки вдоль озера к леднику. Отсюда открываются широкие виды на воду, ледяные скалы и горы вокруг. Ледник кажется совсем рядом, а бирюзовое озеро только усиливает контраст. Очень приятно просто идти и смотреть по сторонам. Какие классно сочетаемые цвета. Бирюзовый, зеленый, коричневый. Парк Лос-Гласьерес был создан для защиты ледников, озер и горных пейзажей Патагонии. Здесь находится больше 40 крупных ледников, и самый известный из них – Перито Морено. Парк огромный, и большая его часть до сих пор почти не тронута человеком. Именно ради этих видов сюда каждый год приезжают путешественники со всего мира. Каждое место, куда мы приезжали в Аргентине, мы просто кайфовали. Аргентина такая разносторонняя, боже, это... Да я такого в жизни не видела никогда. Скажи мне 5 лет назад, что я поеду на ледники, увижу пингвинов, китов. Я просто скажу, да ну, да что, такого не бывает. А вот оно воплощается в 27 годиков. Я вижу ледники, я вижу китов, пингвинов. И безумно радует своей жизни. Это ледник Перито Морено. Он сформировался тысячи лет назад, еще в конце последнего ледникового периода, и сегодня занимает площадь около 250 квадратных километров. Высота ледяной стены местами превышает 60 метров. Здесь можно не только гулять по смотровым площадкам, но и сесть на лодку и подплыть к леднику совсем близко. Тогда его масштаб ощущается еще сильнее. Он постоянно трещит, и огромные куски льда с грохотом откалываются и падают в озеро. Это здесь обычное явление. Мы увидели, как падает льдина. Я увидел, как она уже упала, вернее. Алена, к сожалению, не увидела, потому что снимала для вас. Но вы, наверное, видели кусочек маленький, там будет приближенный, где она упала. Не Алена, льдина. Поэтому оцените просто пейзаж и красоту. Давайте подойдем поближе к леднику, а дальше я просто и понятно расскажу, как они формируются. К такому месту обязательно нужно поставить лайк и написать комментарий, как вам. Ледники образуются там, где снег накапливается быстрее, чем успевает растаять. Год за годом новые слои снега спрессовываются под своим весом и постепенно превращаются в плотный лед.
Со временем эта огромная масса начинает медленно двигаться вниз под действием силы тяжести. Так и появляется ледник. Он может расти, трескаться и менять форму на протяжении тысячи лет. Именно поэтому ледники выглядят живыми и постоянно меняются. Ну что, ребятушки, вот мы добрались назад до Эль-Калафаты. Я ехал за рулем автомобиля. Мне очень понравилось. Дорога не загруженная, дорога хорошая. Не было гравийной дороги в этот раз. Вся асфальтовая или бетонная. Короче, todo bien. Вот. Удалось легко, ноги не затекали. Поинтереснее, чем мы ездили в Пуэрто-Мадрине, потому что в Пуэрто-Мадрине чисто были сплошные пампасы. Завтра тяжелый день. Вставать очень рано. Так, ребята, камера чуть-чуть трясется, потому что я ногами держу камеру, чтобы нас очень... Блин, ладно. Ну все, не получается сделать красивый кадр. Я еще раз говорю. Ой, надо ноги напрягать. А вид расслабленный обязательно. Вот это, если что, мои ноги Ой, выкали. блин, а что, мы штатив не брали, да? Угу. Наш день подходит к концу. Ребята, извините, что не сняли вам еду. Мы были очень голодные и все съели просто в момент. Но это было очень вкусно. Мясо просто сочнейшее. Муа. Салат Цезарь вообще. Сейчас 10 вечера. На улице еще светло. Но нам уже нужно ложиться спать, потому что завтра мы встаем очень рано. Очень рано. Садимся в машину и мчим Машин. и мчим до Ильчалтена. 3 часа ночи. Поспали, ну я, наверное, часа 2-2,5. Егор больше. Но мы начинаем потихонечку выдвигаться. Этот день мы точно запомним надолго. Тогда мы еще не знали, с какими трудностями столкнемся дальше. Если захотите повторить наш маршрут, советую не перематывать. Будет много важных моментов. Ну а пока мы просто едем и наслаждаемся дорогой. Наш путь начался. Егор вон сзади идет. 4 часа подниматься до лагуны де лос Tres. Настроение хорошее, очень холодно. Сейчас морозно, но мне кажется, быстро согреемся. Так как мы вчера ездили на ледники и заплатили там за билет, то во второй день можно приехать в Эль-Чалтен, в этот парк, и будет скидка 50%. То есть нужно сохранить билетик, показать его, и будет скидка 50%. Мы хотели прийти немножко раньше, чтобы не платить за вход. Не знаю, правильно это или нет, но был такой авантюризм небольшой. Но все-таки они оказались быстрее, сотрудники парка, и мы заплатили за билет. Но начинается подъем довольно круто. И в прямом и переносном смысле. Следите за развитием событий. Все, погнали. Сейчас 7 утра, и мы начинаем наш путь. Пока поднимаемся, все время открываются красивые виды на Эль-Чалтен и окружающие горы. Тропа сразу идет вверх, и подъем ощущается с первых минут. Через какое-то время выходим на первую смотровую точку. Так как мы не успели позавтракать, мы сделали небольшой привал и перекусили тем, что взяли с собой, а именно бутербродами. Пока очень комфортная дорога. И довольно много людей. Мы идем до лагуны де лос Tres. За 5 дней до вылета мы купили специальные трекинговые кроссовки. Кстати, оцените наши новые кроссовки, которые мы специально купили для данного похода. Очень удобно. Вчера целый день ходили, ноги даже не устали. Посмотрим, как они пройдут испытания на Фицрой. Возможно, там Фицрой. Но это мы узнаем чуть позже.
Ну что за камень? Не камень, а произведение искусства. Мне просто интересно последний километр в этом подниматься на карачках. И что там, сколько по времени это займет? Наверное, многие знают, что брать в долгий поход, но я расскажу о самых неочевидных вещах, которые часто забывают. Первое – оффлайн-карта. Интернета на маршруте нет, а тропы не всегда очевидны. Второе – пакет для мусора. Урн почти нет, все нужно уносить с собой. И третье – солнцезащитный крем. Солнце очень активное, защиту важно обновлять каждые пару часов. Мы преодолели отметку 3 километра из 10. Но мне кажется, до Мирадора и до озера де лос Трес и меньше 10. Да и все, вот и вся информация. Идем с кайфом, пьем теплый чаек, скоро заварим маты. Фицрой считается одной из самых красивых и узнаваемых гор во всей Южной Америке. Ее долгое время считали неприступной. Первый успешный подъем произошел только в 1952 году. Из-за резких ветров и быстрой смены погоды вершину часто закрывают облака, поэтому увидеть ее полностью уже удача. Именно поэтому каждый солнечный день здесь на вес золота. Будете ставить такому виду лайк? Мне кажется, надо. Ну, поставьте же лайк такому прекрасному виду. Боже, я снимаю это все для вас, ребят. Очень сильно стараюсь. Монтирую каждый влог. Спасибо вам большое, что вы с нами. Потому что делиться впечатлениями, получать какую-то обратную связь, это просто нереально круто. Поэтому вы меня мотивируете делать ролики еще круче, лучше и чаще. Стараюсь, как могу. Потому что путешествий много. Такие длинные путешествия монтировать очень сложно. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий и не забывайте подписываться, ведь таких видов еще прекрасных будет очень много. Мы перед поездкой смотрели несколько видеороликов про то, как люди ходили к Фицрою, и это очень сильно отличается вживую от того, что можно увидеть на камеру. Поэтому мы не претендуем на то, что передадим ощущение полностью, вот, или даже близко. Обязательно приезжайте и посмотрите все своими глазами. Мы уже на половине пути. Совсем не устали, наоборот, только разогрелись. Настроение идти до конца. Так, мы решили немножко свернуть и дойти до водопада. Мы уже слышим звук воды. Вот, хотим посмотреть, что будет за водопад. Надеюсь, красивый. Ух ты, как красиво. Да? Да не, просто боюсь, что ты упадешь. Егор сейчас буду набирать водичку. Ух! Баланс. Кошка вообще, что за пума? Егор пошел помыть руки и попробовать. Речная вода, синяя. У нас карта, у нас тропинки, у нас все подписано, стрелочки, где надо есть, карты даже висят. Ну, то есть тут нереально заблудиться, но, конечно, когда стемнеет, здесь очень сложно ориентироваться. Пума выйдет на охоту. И пума выйдет на охоту, все верно. Ну, продолжаем путь. Вот мы и видим красавец Фицрой. Тут, кстати, обитали динозавры. Не конкретно здесь, но в целом в Патагонии. Надо сказать, что тучки набежали. Тучек много. Надеемся, когда мы доберемся, их не станет еще больше. Подъемы закончились крутые, но в конце нас ждет еще один. Идем, отдыхаем, расслабляемся, настраиваемся. Vamos, chicos. Кстати, миллионы лет назад на этих территориях действительно жили динозавры. В Патагонии находили одни из самых крупных окаменелостей в мире.
Здесь проложено много маршрутов разной сложности, а по дороге есть кемпинги, где можно остановиться, поставить палатку, сходить в туалет, набрать воды из реки и перекусить. Фицрой становится все ближе и ближе. Пока поднимаемся, постоянно думаем, а вдруг наверху будет не так красиво. Иногда же бывает, что издалека какие-то виды смотрятся эффектнее, чем вблизи. Очень интересно, как окажется здесь. Дорога постоянно меняется, за каждым поворотом открываются новые виды. И честно, это одно из самых красивых мест, которые я когда-либо видела. Мы сидим на привале, и у нас грязные кроссовки. Такие новости этого дня. И нам осталось 2 километра до лагуны де лос Tres. Так, друзья, ну что, 1 километр. Поднимаемся в гору по неудобным камням, но вид шикарный. И довольно быстро мы набрали высоту. Подъем довольно крутой. Но я пока сильно не запыхалась. Так, чуть-чуть совсем. Егор тоже. Просто хочу показать вам вид, сейчас который открывается с этого прекрасного места. А были там внизу. Последний участок от кемпинга, где мы отдыхали только что, до лагуны, это подъем примерно как на 120 этажей вверх. Вот где ноги реально начинают чувствоваться. Но мы идем в хорошем темпе, как и все вокруг. Все стремятся наверх, и это отлично мотивирует. Делаем небольшие перерывы и двигаемся дальше. И тут мы видим его, кондора. Огромную хищную птицу с размахом крыльев до 3 метров. Набор высоты проходит очень быстро, буквально за мгновение. На этом этапе шаги становятся тяжелее, дорога однотипная, идти по большим камням довольно сложно, но каждый раз мы смотрим наверх и надеемся, что вершина уже близко. Мы сделали это. Так, давайте я подсниму ворота. Вот они. Последний шаг. И все, дорога выравнивается. И такая красота открывается. Боже мой. Оказалось, что нужно подниматься еще выше, но мы уже уверены, это точно последний подъем. Блин, ребят, я никогда не видела такой красоты, ой, честно. Я много ходила в походы, ну, не то чтобы в какие-то суперсложные, но я с детства ходила по каким-то горам, по сопкам в Владивостоке. А здесь это просто не сравнится. Мы смогли, мы это сделали. Еще каких-то несколько шагов, и мы наверху. Интересно, пожалеем ли мы, что сюда дошли? Оцените сами и напишите в комментариях, откуда Фицрой выглядит лучше, издалека или вблизи. Если вам нравится путешествовать вместе с нами, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Фицрой – это настоящая визитная карточка Патагонии. Мы точно рекомендуем подняться сюда всем, кто хочет увидеть, насколько разнообразной и масштабной может быть природа в одном месте. Ну что, друзья, мы добрались до Фицроя, до вершины горы. Вот лагуна, вот Фицрой. Он кажется отсюда гораздо больше, чем вы можете видеть на видео. Это правда, это Прям правда. огромный. Но это стоило того, на самом деле. Очень красиво. Очень красивые виды, во все стороны причем, панорамные виды 360. И мы еще так высоко никогда не забирались. Не думала, что будет так сложно, но действительно в конце просто ты уже карабкаешься на корточках и ждешь, Средних сил. ждешь, когда наконец-то будет уже конец и будет увиден Фицрой. Но такого я еще никогда не видела, я уже говорила, это просто потрясающе. А сейчас мы... Тише. Пока Алена не упала, мы пойдем сходим за водой сейчас. Да что? Вот она. Акробатические трюки, пожалуйста. Все ради контента. Высота Фицроя составляет 3405 метров, но важно понимать, подняться на саму вершину могут только опытные альпинисты.
Это технически сложная гора с крутыми скальными маршрутами, льдом, ветром и очень переменчивой погодой. Обычные путешественники, как мы, поднимаются к лагуне Лос-Трес. Именно отсюда открывается один из самых известных видов на Фицрой. И честно, этого более чем достаточно, чтобы почувствовать весь масштаб этого места. Друзья, обратную дорогу мы почти не снимали, но очень хочется поделиться живыми впечатлениями о спуске и тем, что с нами произошло. И сколько часов занял весь маршрут. Совсем скоро все расскажем. Так, друзья, всем доброе утро. Короче, с утра у нас появились новости, что у нас отменили рейс на завтра, поэтому мы в срочном порядке поменяли на сегодня. И у нас совсем мало времени, чтобы посмотреть озеро Аргентина и сходить в натуральный парк Натураль Резерва, как-то он так называется. У нас в каждом городе, мне кажется, такое происходит, что мы что-то не успели посмотреть или на что-то у нас не хватило времени, поэтому приходится возвращаться. И здесь мы хотели тоже еще несколько мест посетить, но, видимо, это уже в следующий раз. Погодка супер, солнышко, и мы в хорошем настроении. В городе Эль-Калафате есть заповедная зона резерват Лагуна Нивес. Билеты сюда стоят всего около $4. Здесь проложены легкие тропы вокруг озера. Можно спокойно гулять, наблюдать за птицами и просто наслаждаться природой. После гор это совсем другой формат. Ровно, тихо и очень расслабляюще. Отличное место, чтобы восстановиться после длинного похода. Мы не рассказали вчера и не засняли обратную дорогу, как мы вылазили из парка, как мы спускались с горы возле Фицроя. В общем, это было очень тяжело. Если что, если вы пойдете, готовьтесь, может, мы не так спортивно подготовлены. Не знаю, но весь маршрут у нас занял 14 часов. На обратном пути мне стало плохо, у меня кружилась голова, меня тошнило. Не знаю, с чем это связано. Я пил там воду из реки, может, связано с этим. Воду из озера. Но хотя Алена тоже пила, и у нее все в порядке. Когда будете идти к Фицрою, набирайте сил, морально готовьтесь к тому, что это действительно тяжело. Нам говорили, что последний километр тяжелый, но мы не думали, что настолько. Ну, из реки я тоже пила, и из лагуны я пила, которая возле Фицроя. Со мной все прекрасно, все хорошо. Меня подвела на спуске уже там за час до выхода из парка. Меня подвела моя коленка. Я очень берегла левую, и у меня начала болеть правая. Егор мне нашел несколько палок. Я шла с палками. Блин, извините, что не засняли, но мы уже так устали и так вымотались. Мы потратили все силы на запись, когда поднимались. Когда спускались, сил уже не было. Надеемся, вам понравилось. И обязательно, вот, вспомнила рекомендацию, которую хотела сказать. Мы же ехали из Эль-Калафате, и ехали туда до Эль-Чальтена 2,5 часа. Конечно, лучшим решением было бы снять отель в Эль-Чальтене. Но мы как-то уже сняли здесь отель, не хотелось перебронировать в другом месте. Но лучше, конечно, в Эль-Чальтене остановиться, чтобы не тратить силы на дорогу. Вышли вон в 6 утра и пошли. А мы встали в 3 утра, спали 2 часа. И, конечно, вон и Егору стало плохо, и я уже там засыпала. У меня уже глаза были краснючие. Нужно обязательно брать с собой гигиеничку, крем, SPF крем, еда, вода, куртки. То холодно, то жарко, но солнце, конечно, очень агрессивное. Нужно накидывать на себя, мазать руки и лицо. Так что вот, ребята, наши рекомендации вам, пользуйтесь. Это ягода калафаты, местное патагонское растение с темно-синими плодами. Говорят, кто ее попробует, обязательно вернется в Патагонию. Резерват был создан для защиты местной экосистемы и водно-болотных угодий, которые очень важны для перелетных птиц. А еще отсюда открываются красивые виды на озеро Аргентину и горы на горизонте. Здесь обитает больше сотни видов птиц, включая фламинго, лебедей, уток и хищных птиц. Вот и подошел к концу наш тур в Эль-Калафате. Он вышел немного короче, чем мы рассчитывали на день, из-за того, что рейс перенесли. Круто. Хоть и короткий у нас вышел трип, но очень насыщенный. Но все равно это было просто восхитительно. Мне очень понравилось. Потрясающие пейзажи, потрясающие природные штуки.
типа ледник. Хочется вообще сесть на корабль и поплыть туда 8 часов, смотреть те места, докуда не добиралась нога человека. Фицрой. Очень долгий, изнуряющий, но настолько красивый, безумно вдохновляющий поход. Мне нравится природа именно в Эль-Калафате, точнее, в округе Эль-Калафате. Я с радостью вернусь сюда еще раз. Просто потрясающее место. Нам нужно будет сюда вернуться в любом случае, еще раз подняться на Фицрой. Нам так понравилось, но возьмем с собой палатки. Единственное, что сюда классно приезжать как турист. Наверное, жить тут скучновато и тяжеловато из-за ветров. Сам городок очень маленький, миленький, дорогой. Вот в ресторанах дороже, чем в Буэнос-Айресе, так же, как и в Сан-Мартине. Напишите, как вы думаете, насколько удобно, классно жить в Патагонии. Жили бы вы в Патагонии, если да, то где? Ребят, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайк нашим путешественническим видео, подписываться на канал, писать комментарии. Вот и подходит к концу наше путешествие. Это было отличное начало года, и очень надеемся, что вам понравился наш ролик, и он вдохновит вас тоже приехать в эти места. Здесь удивительная природа, животные, птицы и совершенно особая атмосфера. Поддержите видео лайком, напишите свои впечатления в комментариях. До встречи в следующих поездках.